В The Sims Мортимер Год полный энтузиазма предприниматель, ученый, и его жена Белла впервые появилась в городке со своей дочерью Кассандрой. Спустя 25 лет они живут в Новосельске и The Sims 2. В течение этих 25 лет у Мортимера и Беллы родился второй ребенок – Александр. Мортимер стал пожилым, Кассандра взрослой, а Белла таинственным образом исчезла. Возможно, ее похитили инопланетяне. В The Sims 3 Мортимер и Белла всего лишь дети, так как игра является предысторией событий, разворачивающихся в первых двух игровых сериях. Очевидно, что Кассандра и Александр в Sims 3 еще не родились. Внешний вид членов семьи Год, все родословные, указывает на то, что Готы всегда были состоятельными бизнесменами, политиками и учеными. Большинство мужчин в семье носят деловые костюмы, а женщины обычно предпочитают длинные элегантные платья. В Sims 3 семья живет в Сансент-Вэлле примерно за 50 лет до событий в Sims 2 и за 25 лет до событий в Sims. Члены семьи Гунтер, Корнелия и Мортимер, они являются потомками богатых родственников, которые унаследовали свое состояние от предыдущих поколений. В их распоряжении находится 50 тысяч семиллионов. Они живут в огромном викторианском особняке рядом с кладбищем. Дом семьи Год – первый дом, построенный в Сансент-Вэлле. Из истории городка известно, что в Сансент-Вэлле основала семья Год. Семья Ланграб помогла его застроить, а новые идеи семьи Альта идут вразрез с интересами семьи Год. Однако этому противоречит тот факт, что в начале игры Год дружат с свитой Альта, которая в свою очередь относится к семье Альта. В Sims 3 семья Год выглядит более готичной, чем в предыдущих играх серии, и ее члены семьи предпочитают в одежде цвета, свойственной готической моде. Черта характера брюзга, похоже, является фамильной для них. В Сансент-Вэлле живет всего 6 персонажей с данной чертой характера. 4 из них члены семьи Год. Тем не менее, это не распространяется на умерших родственников. В городке Лунар Лейкс на кладбище можно найти могилу Беллы Год, однако та ли это Белла или нет, неизвестно. С приходом дополнения сверхъестественное и с городком новым из членов семьи Год появляются Оливия Год, Фрида Год и Самуэль Год в виде призраков. С ними также живет экстрасенс Хелен Холл, с которой познакомился в свою очередь Самуэль. В Sims Готы Мортимер, Белла и Кассандра живут в маленьком доме, расположенном по адресу Виртуальный переулок 5, и семейный бюджет составляет 2542 семиллиона. В Sims 2 семья Год является самой богатой семьей, проживающей в Новосельске. Мортимер внушительную часть своего состояния унаследовал от родителей Гунтера и Корнелия, поскольку был единственным ребенком. Мортимер старик, которому остается жить совсем немного времени. Его жену Беллу Год таинственным образом похитили пришельцы. После ее исчезновения Мортимер стал встречаться с Диной Гангадзе, девушкой, будучи намного моложе его и, вероятно, состоящей с ним в отношениях только из-за его внушительного финансового состояния. Кассандра Год, его дочь, помолвлена с Доном Лотарио, местным ловеласом, который находится в романтических отношениях с 3 другими женщинами, среди которых числится Дина, возлюбленная Мортимера. Александр Год – это единственный сын Мортимера. При первом запуске семьи во дворе семья Год организовала свадьбу Кассандры и Дона. Если игрок не заставит их выполнить какое-то романтическое взаимодействие до того, как будет заключен брак, Дон с огромной вероятностью сбежит со свадьбы. Семья Год вновь появляется в Sims 4, проживая в Виллоу-Крик. Семья состоит из молодых персонажей Мортимера и Беллы, подростка Кассандры и ребенка Александра. Действие, происходящее в Sims 4, официально происходит в альтернативной вселенной и никак не связано с другими играми, что объясняет возраст персонажей. Бюджет семьи составляет 45 500 семиллионов. Они живут в просторном и дорогом трехэтажном доме Офелия Вилла. Это первый дом Готов, в котором нет кладбища. Как и все другие дома, принадлежащие семье Год, в нем нет телевизора или аудиосистемы. Из электроники есть только планшет, находящийся в спальне Кассандры, и личные мобильные телефоны семьи.